Доброго времени суток! Приветствую подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Сегодня у нас обзор роутера TP-Link AEC 2600, модель Archer A10. Так, как вы видите, упаковка полностью запечатанная в таком характерном целлофановом пакете. Давайте вместе с вами первый раз на камеру, как это обычно я делаю в своих обзорах, вскроем пакет и вскроем коробку. Для начала давайте мы с вами ознакомимся с упаковкой, посмотрим, что же здесь указано на ней. Я думаю, эта информация будет полезна для наших зрителей. Итак, как я уже говорил, модель называется AEC 2600 с функцией MU-MIMO. Это Wi-Fi роутер, модель Archer A10. Значит, он двухдиапазонный. Здесь у него диапазоны, значит, 5 ГГц с максимальной скоростью 1733 мегабита в секунду и 2,4 МГц с максимальной скоростью 800 мегабит в секунду. Довольно-таки скоростной роутер. Здесь указано, что у него очень хорошая, так сказать, покрываемость сети, Superior Wi-Fi Coverage. У него есть функция MU-MIMO, о ней расскажу чуть позже. И также у него есть Smart Control, вернее Smart Connect, который, значит, осуществляется при помощи приложения, которое мы тоже сейчас с вами рассмотрим. Что же здесь на этой стороне? Здесь указываются, значит, боковые клавиши. Также на нем есть, значит, кнопка клавиша Wi-Fi, то есть это включение-выключение Wi-Fi без выключения роутера. То есть вы можете просто отключить Wi-Fi при необходимости, при этом использовать, допустим, подключение через кабель. Также есть кнопка Reset и VPS. Эти кнопки располагаются сбоку. Сейчас мы посмотрим непосредственно на самом роутере. На задней панели у него кнопка Power. Есть, значит, подключение, значит, гнездо для блока питания. Есть, соответственно, порты. Это Ethernet порты, они гигабитные. Итак, давайте посмотрим с этой стороны, что же указывается здесь. Здесь указывается о том, что очень легкая, значит, easy setup and use, очень легкая установка и использование при помощи приложения TP-Link Tether или же на индивидуальном веб-интерфейсе, который можно скачать при помощи вот этого QR-кода через Apple Store или Google Play. Размеры данного роутера указаны вот здесь внизу, вы можете посмотреть. Я думаю, эта информация будет вам полезна, так как я думаю, вот я столкнулся с такой же моделью. Выбирал, главным параметром была и то, чтобы роутер был скоростной, и то, чтобы он подходил в то место, которое мы отвели для него, чтобы он был не очень большим, не очень маленьким, и, соответственно, подходил туда и, как говорится, вписался в общую картину, так сказать. Здесь указаны основные, так сказать, его особенности на английском языке, но я думаю, что вы поймете. Так как этот роутер я заказал из США, он был куплен на сайте Amazon, вся здесь информация указана в основном на английском языке, но, соответственно, здесь я видел пару слов вот на русском, кстати. Гигабитный беспроводной маршрутизатор, скорость до 800 мегабит в секунду на 2,4 ГГц, так как я уже говорил, и 1733 мегабита в секунду на 5 ГГц. Давайте посмотрим на обратной стороне. У этого роутера 4 антенны, 3 из них внешние, одна встроенная в сам корпус, что позволяет, значит, охватить большую, так сказать, площадь покрытия. Вот видите, здесь указано, вот, допустим, написано, это обычный роутер, regular роутер,
вот так, а это как бы Archer A10. Ну, я не знаю, насколько это правда, но производитель указывается так, что, допустим, здесь поле охвата, видите, значительно больше, чем у обычного роутера. Также вот функция MU-MIMO, о которой я уже говорил, значит, что это означает? Вот традиционный роутер, видите, допустим, если у нас 4 подключенных устройства, говоря обычным языком, то каждый роутер, он передает сигнал на каждое устройство поочередно, допустим, начиная, допустим, с 1, 2, 3, 4, вот, и по очередности в момент передает только сигнал на одно устройство. Здесь же в этом роутере с функцией MU-MIMO, так как у него 4 антенны, он одновременно передает сигнал на 4 устройства. То есть, соответственно, эти устройства будут получать информацию в 4 раза быстрее, чем на обычном роутере. Также здесь указывается, что в этом роутере присутствует Full Gigabit Ports, то есть полные гигабитные порты, Ethernet и LAN порты, и, соответственно, Wi-Fi порты. Значит, Smart Connect, то есть здесь он сам понимает, этот Wi-Fi роутер, какую, так сказать, какую мощность, да, какой поток давать на какое устройство. То есть он сам понимает, какое устройство требует большего потока информации, и, соответственно, на него дает больше поток. То есть функция Smart Connect, она отвечает за эту функцию. VPN support, то есть он поддерживает VPN. Works with IFE-TTT. Ну, значит, это тоже протокол. Также этот роутер поддерживает этот протокол. И, соответственно, Airtime Fairness. Здесь также вот указано на упаковке, что стандарт этого роутера это 802.11ac, но Wave 2 это как бы второе поколение, вторая волна. Работает с Amazon Alexa. Также, и, кстати, у этого роутера есть награда, что ли, за отзывы клиентов. То есть эта модель пользуется хорошим отзывом клиентов. Кстати, это и повлияло в основном на выбор именно этой модели. Потому что я при выборе роутеров, так как я роутер купил себе в свое личное пользование, я просмотрел очень большое количество других моделей и остановился именно на этой, потому что в ней есть все необходимое, что нужно именно мне. То есть нет ничего лишнего, за что можно было переплачивать, и, соответственно, все основные функции, которые необходимы при использовании в домашних условиях, так как я буду пользоваться этим роутером у себя дома. Так, давайте вскроем коробку. Так, посмотрим, что же в коробке. Так. В коробке сам роутер. Какая-то карточка. Wi-Fi инфокарт. Так. Здесь у нас лицензия, информация о лицензии. Это здесь, значит, быстрая установка, инструкция по быстрой установке, кабель, LAN-кабель и адаптер питания. Кстати, он с американской вилкой, так как данный роутер предназначен для американского рынка. Давайте берем коробку. Так, роутер приходит в таком запечатанном пакетике. Так он выглядит. Здесь нижняя часть глянцевая, она покрыта защитной пленкой. Что радует, то что, видите, весь ротор, он как бы такой вот, весь корпус в дырочках. Соответственно, это говорит о том, что роутер будет, значит, хорошо вентилироваться и не будет нагреваться.
кстати, 3 антенны внешние, 1 внутренняя, так как мы уже говорили. Здесь имеется кнопочка. Эта кнопочка, при нажатии на нее можно отключить LED освещение. Имеются ножки прорезиненные, также имеются места для крепления на стену. Здесь сзади, как мы уже показывали на коробке, есть гнездо для блока питания, кнопочка включения-выключения, значит, это для сети, то есть от поставщика. LAN подключение. Здесь у нас 4 гигабитных порта LAN. С этой стороны имеются 3 кнопки. Кнопка Reset, чтобы вернуть роутер в заводские установки. Кнопка VPS и кнопка отключения Wi-Fi, чтобы можно было отключить Wi-Fi или перезагрузить его при необходимости, не выключая полностью роутер. Роутер мы уже установили на его постоянное место. Он у нас установлен вертикально. Если вот мы нажмем на эту кнопочку, видите, освещение полностью потухло. Нажмем еще раз, и оно возвращается. У нас уже есть интернет. Сейчас я вам покажу данные спид-теста. Но перед этим хотел бы сказать, что подключение очень легкое. Вы можете сделать это через свой компьютер или же через мобильное приложение, но также вам надо будет позвонить, скорее всего, вашему поставщику интернета и сказать MAC-адрес вашего роутера, который написан на обратной стороне, на тыльной стороне, то есть внизу. Там есть MAC-адрес, и, соответственно, все это будет сделать очень легко. Давайте перейдем к спид-тесту. Так, давайте вместе с вами войдем на сайт SpeedTest, проверим скорость подключения. Я нахожусь сейчас в соседней комнате. Роутер находится на расстоянии 7 метров. Закрытая дверь. И вот вы видите цифры. Это скорость скачки, то есть download. И upload. Это очень сильно отличается от того, что было. Я очень доволен покупкой, очень доволен цифрами. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было вам полезно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк данному видео. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!